Всем доброго дня, меня зовут Надежда, я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня предлагаю вам вместе со мной связать вот такие вот замечательные, интересные тапочки-пинетки на возраст 2-3-4 месяца примерно. Вяжутся они просто, быстро, легко, справится даже начинающая рукодельница. Изюминка этих пинеток именно заключается в том, вот в этих треугольничках. Связаны они укороченными рядами. И в этом видеоуроке я подробно покажу, как они вяжутся. А также вот в этих маленьких помпончиках. Помпоны диаметром 8 миллиметров. Их можно заменить либо маленькими пуговицами, либо одной средней величины, либо бусинами. Их можно как пришить, так и приклеить на клей. Здесь уже на ваше желание и усмотрение. Если интересно вам, как вяжутся такие пинетки, оставайтесь со мной, а я подробно вам покажу. Для вязания данного вида пинеток нам понадобится пряжа двух цветов, спицы номер 3,5 в моем случае. Также нам понадобятся ножницы для обрезки нитей, игла для сшивания и крючок для заправки кончиков. Итак, на спицы самым обычным образом, методом длинный хвост, я набираю 15 петель. Пятнадцать петель я набрала в сантиметрах, это у меня получается 7 сантиметров. И вяжем теперь 20 рядов платочной вязкой. В эти ряды входят как лицевые, так и изнаночные петли. В сантиметрах у меня вот здесь получается в растянутом виде уже на манекене 6,5 сантиметров, в обычном где-то около 7. Вяжем 20 рядов платочной вязкой, включая лицевые и изнаночные петли. Доходим до красного нашего вставочки, да, и возвращаемся. Я покажу вам, как вывязывается вот эта вот часть, самая интересная. Вяжем 20 рядов. Я довязала за кадром 20 рядов платочной вязки коричневым таким серым цветом. Теперь я буду вводить красную нить и будем с вами вывязывать вот эти треугольнички. Вывязывать мы будем с вами их укороченными рядами. Поскольку у нас здесь первая кромочная была провязана этим цветом, то красным, вводя красную нить, мы первую кромочную ее провязываем, подцепляя нить красного цвета за спицу и делая из нее петельку. Провязываем кромочную петлю. В следующих рядах мы уже красным цветом кромочную петлю провязывать не будем. Здесь фиксируем наш кончик. Я его провязываю первой петелькой вместе с хвостиком, вот так, чтобы нам потом его не потерять и легче было прятать. Провязали. Вяжем до конца нашего ряда, не довязывая 2 петель. Если у нас было здесь изначально 15, сейчас мы вяжем красным цветом 13. 2 мы провязали, 3, 4, 5, 7, 13-я петелька. Вот 2 петли мы не довязали. Разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и вяжем до конца ряда нитью красного цвета. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петелькой, как и вязали. Последнюю кромочную изнаночной петлей. Разворачиваем на лицевую сторону, вяжем лицевой ряд.
Как и вязали, продолжаем вязать платочной вязкой, не довязывая до конца ряда 4 петель. Четыре петли у нас осталось на спице, разворачиваем на изнаночную сторону, вяжем до конца ряда наши петельки лицевыми, последнюю кромочную изнаночной. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем на лицевую сторону, вяжем лицевой ряд. В этом лицевом ряду мы уже не довязываем до конца ряда 6 петель. Вот 6 петель у меня остается на спице. Разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем до конца ряда. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание на лицевую сторону, вяжем лицевой ряд. В этом ряду мы не довязываем до конца ряда 8 петель. Вот 8 петель у меня остается на спице. Разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд до конца. Последнюю кромочную изнаночной петлей. Разворачиваем на лицевую сторону, вяжем лицевой ряд. В этом лицевом ряду мы не довязываем до конца ряда 10 петель. Десять петель у нас остается на спице, 5 мы провязали. Разворачиваем на изнаночную сторону. И вяжем изнаночный ряд, в котором мы опять же таки вяжем все петельки до конца. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Провязали последнюю кромочную петлю, разворачиваем на лицевую сторону. И здесь мы уже не довязываем до конца ряда 12 петель. Нам нужно провязать их 3 вместе с первой кромочной. И разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем наши оставшиеся 3 петельки до конца ряда. Провязали. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. И здесь мы уже будем выводить обратно нить серого цвета, чтобы связать вот данную дорожку. Она у нас будет состоять из 2 рядов. Один ряд лицевой, второй ряд изнаночный. Берем мы ее вот здесь, так. Я ее просто пускаю по как бы изнаночной стороне. Вот она, эта нить. И первую кромочную, где у нас красный цвет, мы ее опять же таки провязываем лицевой, как провязывали здесь. При смене цвета у нас кромочная всегда провязывается нитью того цвета, на который мы меняем, да. Вот, провязываем ее лицевой петлей,
кромочную. Здесь поправляем, чтобы у нас ничего не тянуло. И дальше провязываем до конца ряда нитью основного цвета. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Последнюю кромочную изнаночной. Лицевой ряд мы провязали, теперь провяжем изнаночный ряд также лицевыми петлями до конца ряда. Последнюю кромочную провяжем изнаночной петелькой. Провязали 2 дорожки основным цветом, дальше вяжем по аналогии. Провязываем еще один треугольник, такой же, как и этот. И заканчиваем наше вязание 20 рядами платочной вязки без учета наборного. 21 ряд это будет закрытие. И закрываем с обратной стороны тем способом закрытия петель, который удобен вам. Предлагаю провязать самостоятельно и вернемся, будем собирать наши пинетки. Я довязала противоположную сторону пинетки таким же образом, как вязала эту. Вот такая вот конструкция у меня получается. И теперь мы будем сшивать нашу пинеточку. Изначально красные хвостики я заправила, спрятала. Сшивать будем по лицевой стороне. Я уже вдела нить в иголку и здесь сделала небольшой узелочек. Сшиваю я пинетки следующим образом. Вы же, в принципе, можете сшить так, как удобно вам, как вы привыкли. Сшивать буду сверху вот эту часть заднюю и низ подошвы. Вот до сих пор, да. Здесь складываю таким образом, чтобы сложить посередине вот здесь, да, условно, и состыковать наши треугольники, чтобы не было косины. Я сшиваю вот так по переду моего изделия, заводя нить, иглу вот здесь с нитью под нижнюю сторону пинетки, под обе дужки, да, заводим, протягиваем нашу нить и сшиваю я обычно вот так. За обе вот здесь дужки подхватываем вторую часть. Так, подхватили и выводим иглу. И состыковываем наш верх. И дальше я сшиваю точно так же. Отсюда уже подвожу вот здесь, снизу вверх вывожу иглу. И так сшиваю полностью мое изделие. Вы же можете сшивать так, как удобно вам, любым трикотажным швом. Сшиваем полностью пинетку. Вот я пинетку практически сшила, так. У меня остался здесь хвостик. Вот она, пипка вот эта, да, серединка условная, да. Я иголку завожу вот здесь внутрь и вывожу ее с изнаночной стороны. И уже прячем с вами хвостики так, как вам удобно, любым удобным для вас способом. И на данном этапе мне немножко понадобится обратно красной пряжи и крючок, дабы сделать вот эту вот обвязочку вокруг. Здесь обвязку я делала столбиками такими соединительными, когда вяжется столбик без накида. Это столбики очень простые. Мы здесь одеваем, вводим под 2 дужки, я ввожу наш крючок, поддеваю ниточку, вывожу. Здесь хвостик прячется, как вам удобно. Я же это делаю вот так. Первую петлю вместе с хвостиком прокручиваю, делаю прокол рядом во вторую петлю, да, продеваю еще одну, достаю петельку. И теперь можно хвостик убрать и запрятать. И теперь крючком вот эти 2 петельки провязываем, просто 2 вместе. Вот. Дальше рядом в петельку, в ряд продеваем крючок, достаем петлю
И провязываем 2 вместе опять крючком. И так вяжем до конца нашей пинеточки вокруг, да, и пришиваем помпончики. Пришивать я буду обычной ниткой швейной. И помпоны у меня два помпончика мне нужно будет. Они вот такие маленькие, диаметром 8 миллиметров. Можно взять вместо помпончиков пуговицу, либо бусины. Здесь на ваше усмотрение. Их можно как пришить, так и приклеить. В итоге вот такие пинетки у меня получаются. Как вы могли увидеть, вяжутся они просто, быстро и доступно. Если вам понравилась модель, понравилось мое пояснение по им, не забывайте ставить пальчик вверх, не подписываться на канал, нажимать серый колокольчик, чтобы не пропустить интересные и полезные ролики для вас. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч!